что такое аномалии? Это такие места, в которых творятся необычные вещи. Участки пространства, в которых все идет вопреки законам физики. Одни аномалии могут разорвать на куски, а другие моментально сжечь дотла. Одни аномалии воздействуют лишь физически, а другие могут изменить сознание. Одни аномалии невидимы, а другие нельзя даже почувствовать. В большинстве своем аномалии очень опасны. Они случайным образом появляются по всей территории зоны. Хотя нет, пожалуй, все-таки не случайно. Тот, кто провел в зоне достаточно времени, без тени сомнения скажет, что здесь ничего не бывает просто так. У всего здесь есть своя причина и свой смысл. Здорово, кактус. Вызывал? Да, я хотел поговорить насчет твоего вчерашнего задания. А, что-то не так? Скажи мне, что это? Ну, это артефакт. Да, это один из 6 артефактов, которые ты мне вчера принес. Только такой артефакт я не покупал. Ну, может, это твои клиенты ошиблись и не тот положили. Мне откуда знать? Я вообще в этих артефактах не разбираюсь. Моя задача была их доставить. И я доставил. Айзберг, послушай, я нахожусь в зоне практически с момента ее образования. Я встретил и изучил множество артефактов. Но вот этот вижу впервые. И я хочу знать, как он здесь оказался. Вчера, когда тот снайпер уронил чемодан, он раскрылся, и артефакты рассыпались по оврагу. Я потом послал ворона их собрать, так он, небось, нужный там оставил. А этот нашел, вместо него положил. Рассыпались по оврагу. Айзберг, и какого хрена ты вчера в своем отчете этот момент упустил? И почему ворон их пошел собирать, а не ты? Ну, я злой был, они опоздали еще. А так хоть какая-то от них польза. Значит так, Айзберг. Сейчас ты собираешься и идешь на то место. Мне нужно знать, в какой аномалии образовался этот артефакт. Поищи какие-нибудь признаки. Тащи все, что там найдешь. Ну ладно, кактус, не кипятись. Будет сделано. Я ждал твоего звонка. Твои люди меня еще ищут. Уверен? Хорошо. Нет, ты до сих пор не должен. Потому что я получил только половину. Мы договаривались, что артефакты тоже будут моими. Короче, либо ты сам ищешь недостающую сумму, либо снабжаешь меня полезной информацией. А меня это не волнует. Даю тебе 2 дня. Иначе мне придется тебя навестить. Голос, тут появился срочный заказ на таблетки. Путь до места сделки не близкий, надо, чтобы ты с вороном пошел. Сейчас кину вам координаты. Кстати, Ворон, заказ от твоих старых друзей. Да, далековато. Надо быстрее выходить. Ну ты же их знаешь. Они всегда делают так, как удобно им. Так, а где этот новенький твой? Давай, гони его сюда, а то у меня сегодня дел куча. Я его в шкаф отправил, чтобы он его снарядил. Сейчас позову. Через полчаса встречаемся наверху. Я пойду остальных поднимать.
твоем напульснике есть маячок. У каждого маячка свой идентификатор. Вот, твой написан на обороте. Наводишь его сюда, и маячок будет отображаться на карте. Сейчас я уже загнал тебе всех из клана. Вот, можешь полистать карту и посмотреть, где кто находится. Также идентификатор действует как номер телефона. Если какой-то крайний случай, можешь звонить в общий канал клана. Классная система. Да, есть и сталкеры уже, который год пользуются. Так, Воробей, давай быстро к кактусу, он тебя ждет. Чё, какие планы на сегодня? Не знаю. Не думал пока еще. Кстати, Полифем говорил, что недалеко от базы видел кучу гравитационных аномалий. Хочу сгонять туда. Наверняка там уже артефакты образовались. Все дурака валяете? А чё, есть какие-то предложения? Кактус посылает таблетки продавать. Мне еще один человек нужен. И, конечно же, ты решил сразу позвать своих лучших бойцов. Нет, просто остальные делом заняты. А вы в карты играете. Вон, пускай ключ идет, у меня планы на сегодня. Не, спасибо. Что я тоже не хочу. Так, мне ваше желание по барабану. Решайте сами, кто из вас пойдет. Через полчаса жду одного наверху. Черт. А давай так. Кто эту раздачу проиграет, тот с вороном и пойдет. Ну, давай. Full house. Черт. Ты знаешь, а я придумал, чем я сегодня займусь. Я слышал, что недалеко от базы видели скопление аномалий. Схожу-ка я проверю, там небось уже есть чем поживиться. Давай, давай. Максимум, что ты там найдешь, это какой-нибудь каменный цветок. А я, глядишь, сходки что поинтереснее принесу. Угу, давай. Ни пух тебе, ни пера. Да пошел ты. Ну чё, ты говорил с кактусом? Как прошло? Ну, я рассказал ему все то же самое, что и тебе вчера. И все? Ну да. Ну ладно. Пойдешь сегодня с нами. Посмотришь, чем мы вообще занимаемся. Так, ну, я думаю, что где мы находимся, тебе напоминать не надо. На 50 километров туда, туда и туда. Очень опасное место. Чем дальше углубляемся в зону, тем больше встречается аномалий. Большинство из них невидимые. Самое главное правило – в них не попадать. Голос в нашей группе проводник. Он, если что заметит, даст сигнал. Так что почаще обращай на него внимание и старайся идти по его следам. Но я думаю, ты уже успел убедиться, что если идешь за ним по пятам, то в говно точно не вляпаешься. Мутанты, желающие с тобой пообедать, в зоне тоже не редкость. Так что всегда держи оружие наготове и почаще верти башкой. Мутантов разных много, и про всех рассказывать очень долго.
Если повезет, то сам со всеми познакомишься. Если повезет? Ну, а если не повезет, то только с каким-нибудь одним. Мы, кстати, вчера с Голосом встретили кого-то. А, зомби, что ли? Ну, поодиночке они не опасны. Зомби? Погодите. Это что был? Живой мертвец? Ты знаешь, Воробей, уж какие бы странные вещи в зоне не происходили, но даже она не способна вернуть к жизни. Зомби – это самые обыкновенные люди. Им нужно есть, спать. Они так же уязвимы, как обычный человек. Просто они очень глупые. Есть тут в зоне такие твари, их зовут контролерами. Они могут на ментальном уровне управлять твоим мозгом и заставлять тебя делать что угодно. После длительного сеанса под контролем такого монстра человек напрочь теряет свою личность. Ну и, собственно говоря, превращается в зомби. Да и вообще, в зоне столько странных вещей происходит. Она может так сильно изменить человека, что и представить сложно. Ну что, все готовы? Тогда пошли. Давайте, сталкеры. Удачной ходки.
Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Какого черта ты? Уже, кладите. Но он же... Клади его, мать твою! Кто это был? Этот мутант называется Бюрер. А что, с ним реально можно было договориться? Да черта с два с ним можно о чем-то договориться. Это и дураку понятно. Ведь это гребаный мутант. Чертово отродье зоны. Просто голос у нас долбанный пацифист. Тоже мне нашел кого жалеть. Чуть не угробил нас всех чертям собачьим. Ну что же ты молчишь? Может, скажешь что-нибудь? Эй, голос! Ты чё? Ну что ж ты так неаккуратно? А, черт! Вот сейчас бы попал в аномалию и разорвало бы тебя на 1000 чертей. Ну надо же. Вексель. Живая легенда зоны. Вернулся с того света? Ты знаешь, зачем я пришел? А ты разве по другому поводу когда-нибудь приходишь? Не парься. Сейчас я тебе все верну. Почему-то я не сомневался, что ты не захочешь мне ничего отдавать. Вексель, ты поганый ублюдок! Тебе что, доставляет удовольствие людей убивать? Все те, кого я убил, заслужили это. Ты ведь сам это знаешь. Что? Да кто ты вообще такой, чтобы рассуждать, кто заслуживает смерти, а кто нет? Я тот, кто помогал людям. Я давал людям шанс. Но они не захотели играть по правилам. Зря ты вернулся, Вексель. Ох, зря. Зона тебя накажет. Помяни мое слово. Ха-ха. Накажет. И как же? Может быть, прямо сейчас на эту поляну выбежит псевдособака
Но даже если это случится, то нападет она скорее на тебя, чем на меня. А знаешь почему? Потому что ты слаб. А в этом мире существует одно простое правило. Всегда выживает сильнейший. И даже ваша хваленая зона не способна с этим поспорить. Ну что ж, мои условия ты знаешь. Сталкер Тополь, твой долг прощен. Ворон, пришли. Мы сюда так долго шли. Прошли всего километров 5. Я вот так подумал. Это же до самой АЭС сколько добираться? А чё тебя вдруг АЭС заинтересовало? Я про нее на Большой Земле много разных историй слышал. Что, мол, под саркофагом сердце зоны. Говорят, там есть какой-то исполнитель желаний. Интересно, туда вообще реально добраться? К центру зоны просто так не прогуляешься. Ты хоть знаешь, какой там уровень радиации? А про мутантов и аномалии я вообще молчу. Без нормальной экипировки шагу не сделаешь. Да и вообще, центр зоны – это территория больших группировок. А нам и здесь, на окраинах, приключений хватает. Вон, видишь тех двоих? Это как раз члены одной из крупнейших группировок. Обосновались на территории завода, собирают артефакты мешками, продают их. И на эти деньги содержат маленькую армию. Ворон, кстати, раньше одним из них был. Да? А почему ушел? Да, черт его знает. Может, свободы захотел. У него же там жесткая дисциплина, а здесь он себя начальником чувствует. А он разве не начальник? Ну, как тебе сказать? Просто он самый опытный из нас. Ворон был первым, кто стал на кактусы работать. Сам кактус тогда мало кого из сталкеров знал. Вот Ворон занялся поиском людей. И что, вас всех Ворон в клан привел? Почти всех. Вот Айсберга, к примеру, кактус сам нашел. И поэтому Ворон с Айсбергом не очень ладит? Да Айсберг вообще ни с кем не ладит. Вечно со всеми спорит, ругается, все время чем-нибудь недоволен. У нас его в клане никто не любит. А кактусу он нравится, работает он в одиночку, соответственно, платить ему надо меньше. Вот так. Ясно. Ладно, я отлить пойду. Ох, Ворон, зря ты все-таки от нас ушел. Мы в клане хотя бы полезными делами занимаемся. Не то, что ты. Какие-то
таблетки по зоне таскаешь. Не надоело тебе вот так, курьером работать? А мы сейчас с вами разве не одно дело делаем? Да наши просто агропром от мутантов зачищают. А нас попросили, потому что некому больше. От мутантов зачищают? Это называется, вы полезными делами занимаетесь, да? А, ладно, Ворон, пустой это разговор. Бывай, был рад тебя повидать. Ах да, Ворон, совсем забыл. Гефест просил передать, что твой заказ готов. А вот это отличная новость. Как только выдастся свободный денек, обязательно заскочу к вам. Чё это у тебя там? Ни черта себе! Ворон, гляди, новичку-то везет. Ого, ты где его взял? Ну, там нашел. Что это за артефакт? Он не опасный? Опасный? Не, наоборот. Он очень даже полезный. Называется душа. Слушай, тебе и правда очень везет. В первую свою ходку нашел такую редкость. Это знак. А что он делает-то? Он имеет много полезных свойств. Быстро заживляет раны, придает много энергии и сил. Интересно. А за сколько его продать можно? Ты чё? Это ж твой первый артефакт. Себе его оставь. Зона просто так такие подарки не делает, так что будь благодарен. Подобные артефакты лучше всегда с собой носить, на всякий случай. Они уже ни одному сталкеру жизнь спасли. Ладно, давайте выдвигаться потихоньку. Ну что? Какие новости? В общем, связался я с лагерем ученых, отослал им фото нашей находки. Они говорят, что такой артефакт тоже никогда не видели, и он их очень заинтересовал. Ну и как следствие, готовы предложить за него неплохие деньги. Да. Интересная вещица к нам попала. Ну и что ты думаешь делать? Продадим или сами поэкспериментируем? Ты знаешь, что-то после вчерашнего страшновато самому с ним возиться. Давай лучше им отдадим. Завтра ворона отправлю кактус. и... Вот ты где. Короче, облазил я всю эту яму и нифига там не нашел. Аномалий там нет, артефактов тоже. Зато мусора всякого там полно. Нашел несколько гильз, болтов, какой-то разорванный контейнер и все. Кстати, а куда это вы хотите ворона отправить? В лагерь, к ученым. Артефакт отнести. Как оказалось, он и правда еще не изучен. Да? Дорогой, небось? Учитывая, что даже на янтаре о нем ничего не слышали, думаю, очень. Слушай, а ты не боишься ворона с ним посылать? Может, лучше я отнесу? А чего мне бояться? Как раз таки с вороном ничего не случалось, в отличие от тебя. Я практически на 100% уверен, что этот контейнер побывал в изнанке. Где? В изнанке. Это аномалия такая, достаточно редкая. И что, она все наизнанку поворачивает? Ну, не буквально, конечно. Слушай, а какого артефакта у нас вчера в заказе не хватило? Так, не хватило артефакта душа. А что если душа попала в изнанку и теперь это какая-то темная...
А что, похоже на правду. Да и в принципе, внешне он на душу похож. Ну что ж, Кап, я тебя поздравляю. Мы с тобой открыли новый артефакт. Слушай, Кактус, так если мы его сами открыли, то теперь можем ему и название дать. Ну пускай так и называется. Темная душа. Звучит как сорт пива. Ну, может, как-то пооригинальнее. Да какая разница? Название – это не главное. Айсберг, айсберг, Оу, ты тут будешь? ну да. Ну я тогда похавать спущусь. Здорово, Айсберг. Привет. Откуда чешешь? Да так, по округе побродил. Вот пару артефактов нашел. Повезло. Да, сегодня зона была ко мне добра. Зона была ко мне добра. Зона была мною недовольна. Зона меня наградила. Зона меня наказала. Вот вы так говорите все время, как будто бы зона – это живое существо. Да ведь это же просто кусок земли, на котором творится непонятно что, непонятно из-за чего. Айсберг, ведь ты уже давно в зоне. Неужели за все время здесь с тобой не случалось ничего такого, что могло бы доказать, что это не просто кусок земли? Вот скажи-ка, у тебя есть душа? Что? Ну, как ты считаешь, у человека есть душа? Ну, есть, наверное. А где она у тебя находится? Может быть, в сердце или в голове? А что если взять и разрезать тебя на много кусочков и разложить их вот здесь, в рядок? В каком из них будет твоя душа? Да ни в каком. Тебя самого не будет. Существовать ты будешь лишь тогда, когда все твои жизненно важные органы будут вместе и будут работать как единое целое. Так же и с зоной, брат. Понимаешь, все эти аномалии, мутанты, бандиты, ученые, сталкеры, да мы с тобой. Все это части единого организма, который и называется зона. И у этого организма тоже есть душа. Да, там, в центре, внутри АЭС, сердце зоны, источник ее силы. Но душа ее везде. О, куда тебя занесло-то? Ладно, Айсберг. Может, сам как-нибудь поймешь. Слушай, тебе надо поменьше с Вороном общаться. Набрался у него ерунды всякой. Зря ты так. Ворон отличный сталкер. И человек хороший. А вот я так не считаю. Тебе не кажется, что он слишком хорошо устроился? Но он тут вроде главный среди сталкеров. Командует всеми. Принимает в клан, кого попало. А Кактус за ним даже не следит. И наивно ему доверяет. Что-то я не понимаю. К чему ты клонишь? Плющ, хочешь, я открою тебе небольшой секрет? То, что случилось со мной вчера, не было случайностью. Тот снайпер знал о нашей сделке и ждал нас. Знал? Как это? И почему ты это мне говоришь, а не Кактусу? Да Кактусу вообще плевать. Где мы его теперь искать будем? Таких бандитов в зоне пруди. Ему главное, чтобы с деньгами все в порядке было, а на людей ему чихать. А я, между прочим, вчера чуть не погиб. Погоди, почему здесь Ворон? Тут, Плющ,
попахивает крысятиной. Не хочу быть голословным, но вскоре предоставится шанс кое-что проверить. И ты можешь мне в этом помочь. Так что давай-ка на время отложим философские рассуждения о зоне и займемся реальными проблемами. Воробей, ты как? Два пальца покажи. Чё? Да это проверка такая. Мы должны знать, что ты не под влиянием контролера. Так нужно валить отсюда. А где голос-то? Голос. Два пальца. Все, уходим. Черт! Что делать-то будем? Ты заметил, где он прячется? Ну, примерно. У тебя это, с собой? Ну да. Значит так, контролер на тебе. Автомат оставь. Если тебя с ним захватит, нам же хуже. А я попробую его отвлечь. Воробей! Воробей! Воробей, стой!
давай работай. Воробей! Я здесь! Кто такие мутанты? Это монстры, нападающие без всякой причины и пытающиеся сожрать любого на своем пути. Дикие твари, населяющие зону и превращающие в опасные джунгли. Но есть один интересный факт. Большинство мутантов сами когда-то были людьми. Это несчастные, которых зона прибрала к своим рукам. Она дала им огромные силы и возможности, с помощью которых они вселяют страх в тех, кто приходит сюда. Но даже несмотря на их ужасный вид, дикую жестокость и невероятные способности, самым опасным существом в зоне все равно остается человек. О, вернулись? А что случилось-то? И где Воробей? Все,
Нету больше проблем. Что это долго вас не было? Все в порядке? Надеюсь, сделка прошла удачно? Да нормально все с твоей сделкой. А что это твой такой? Что случилось? Мы на обратном пути на контролера нарвались. В общем, Воробей погиб. Да ё-моё, ну надоели мне эти новички. Только снаряжение зря переводим. Я, пожалуй, пойду. Да ладно тебе, Ворон, не переживай. Все же хорошо было. Он от военных свалил, вертолет сбил, артефакт нашел. Почему зона распорядилась именно так? Ничего не понимаю. Опять тебя на философию потянул. Слушай, если ты веришь, что зона каждому воздает по заслугам, то я вот что тебе скажу. Не такой же святой этот твой Воробей. Я с утра его допросил по поводу вчерашнего вертолета. И ты знаешь, он не просто так в зону сбежал. Хочешь расскажу, что он натворил на самом деле? Да какая разница, что было раньше? Здесь в зоне все по-другому. Все, что в обычном мире считается преступлением, здесь можно расценивать совершенно иначе. Все мы тут далеки от идеала, и у всех на свое горькое прошлое. Иначе зачем бы мы вообще в зону сунулись? Ладно. Че на завтра? О, у нас тут целый день кутерьма с новым артефактом. С каким еще артефактом? Да вот, один из тех, который Айсберг вчера притащил. Интересная история произошла. Одним из 6 артефактов была душа. И когда чемодан упал во враг, душа попала в изнанку. Ворон, ты меня слышишь? Да-да. В общем, мы решили, что держать его тут небезопасно. Поэтому вам завтра надо будет к ученым на янтарь его оттаранить. Слушай, ты вообще в форме? Может быть, тебе завтра отдохнуть? Я могу Айсберга послать. Нет, не надо. Все в порядке, я справлюсь. Уверен? Завтра вечером выброс обещают, поэтому ночевать оставайтесь у них. Мы со шкафом на Большую Землю с утра уедем. В общем, свяжемся, когда придете в лагерь. Ворон, артефакт еще не изучен и может быть опасен. Пожалуйста, постарайтесь поаккуратнее. Так, завтра выдвигаемся на янтарь. Как тут сказал, дело срочное, так что выходим рано утром. Кто пойдет? Голос? Плющ? Не, Ворон, я отдохну завтра. Как хочешь. А я схожу, пожалуй. Больно мне жрачка у ученых нравится. Полифем? Ну а почему не сходить? Засиделся я что-то. Я в деле. Завтра в 8 утра жду вас троих здесь же. Ворон, а почему ты мне не предложил? Так ты же никогда со мной не ходишь. А вот сейчас что-то захотелось. Айсберг, отвали, а? И без тебя тошно. Чего тебе тошно? Из-за того, что один из твоих котят помер. Хорош, Ворон. Да что ты понимаешь-то? Тебе на всех, кроме себя, плевать. Зато ты здесь обо всех заботишься. Успокойся. Спокойно. Сегодня был тяжелый день. Давайте закроем эту тему, хорошо? Сядь. Ворон, скажи лучше, нафига мы к ученым идем? Да артефакт для исследования понесем. О, мне как-то с этим артефактом все уши прожужжал. Какой-то супер-пупер редкий, очень дорогой. Вы уж там поаккуратнее, Ворон. Груз-то очень ценный. Да уж постараемся. Ладно, сталкеры, айда отдыхать. Ну ладно, пошли. Погоди, поговорить надо.